the laying on of hands. Потому что они вырвали из контекста стих «Не торопитесь возлагать руки». But in that, it's not saying like don't pray for each other. Но это не говорится о том, что не молитесь друг за What it's друга. talking about is with the laying on of hands there is ordination. Like don't be quick to ordain Нет, там somebody into говорилось ministry. именно о постановлении, полномочий на служение. То есть не будьте скорыми на то, чтобы кого-то возвести во служение. Like early on, I would ordain lots of people. Раньше я очень много людей возлагал руки и давал им полномочия быть Like if they служением. were just carrying the drunkenness or the supernatural, and I would ordain them. И люди просто несли пьяную славу, сверхъестественную. Я тогда делал это священнодействие, полномочия. But then I'd notice a lot of them would like lose the plot of the gospel. Но заметил, что многие из них теряли саму сердцевину Евангелия. So I just slowed down on ordinations. И поэтому я немножко притормозил, я сбавил скорость в том, чтобы кого-то поставлять на I служение. ordained somebody at the beginning of this year. В начале этого года я возводил служение. That was the first time I've ordained anyone since probably about 2009. Это первый раз, когда я кого-либо возводил, наверное, последний раз это было в 2009 году, когда я вообще когда-либо это делал. Yeah, so I don't do it very often. Поэтому я не делаю это очень часто. But the laying on of hands, just for like praying is Ну fine. просто возлагать руки, просто чтобы молиться или благословить кого-то. Because I mean, otherwise, like, how do you hug people in the garbage dumps? You know, Иначе if как we're же- afraid to touch them. Как ты будешь обнимать людей на мусорной свалке где-нибудь в бедных трущобах, чтобы явить любовь, если ты боишься прикоснуться к ним? Yeah, yeah. Но тут нет такого момента, что But is there any moment давая за себя молиться, letting people to pray for you, ты как бы встаешь под власть человека. you are coming under authority of Потому that что написано, что person, больше spiritual authority. что меньше благословляется больше. Because there is a place in the Bible that says the one who is lower or who is on less, he is being blessed by the one who is bigger than him. Yeah, I'm not sure with that verse, Я не but знаю I'm насчет not этого under any стиха. man's spiritual Я authority. ни под какой властью духовной никакого человека. I've got no pope. У меня нет никакого папы римского. But I like to Никакого get under патриарха. people and release them, you know? Но я хочу вставать под людей и высвобождать их славу. Different subject, but similar, like apostles and prophets. Разные темы, но точно так же апостолы и пророки. We think they're like the man of God and everybody comes under them. Мы думаем, что они люди Божьи, они как колпак, под которыми все But должны быть. apostles and prophets are foundations. Но апостолы и пророки являются They get основанием. underneath us and serve Они us and наоборот release us. встают под нас, и они высвобождают нас, и они служат нам. It's like Jesus got down and washed our feet and became Точно the так же, servant как of и all. Иисус, он встал на колени, он умыл ноги учеников. Точно так же. Yeah, but that's a different thing, but it's similar, you know, Это because немножко другое, но это очень схожая тема. so often we think in terms of hierarchies or who's Очень in часто мы top. думаем насчет иерархии или кто там находится на высоте. But God sees family and fathers and sons. And Но Бог видит семью, и Он видит отцов и сыновей. so, but in terms of like, no, I don't think when somebody's praying for you, you're under their spiritual authority. Поэтому в этом смысле, когда кто-то молится за тебя, я не думаю, что ты встаешь под I mean, I have people духовную власть. pray for me all sorts of silly stuff. Люди насчет меня молятся всякими странными штуками, And I'm намаливают на I'm меня. just polite and I let them do А я it. просто вежливо позволяю им это Get делать. it out of their system. Я вообще вне их системы, вне игры. Like, the Lord's gonna do this and do that. Господь совершит то и то. And I'm thinking he's already done Я that. думаю, But that's да он fine. уже совершил. It's just they всё в just don't порядке, know, and расслабьтесь. I'm not gonna Они like просто не знают try об to этом. correct them or Я не something, буду you их know. все время исправлять. Just let them be where they're at. But Я просто no, I позволю don't им think быть, как они есть. with prayer you're not like spiritually over somebody with Ну, и prayer. молитвой я не думаю, что ты становишься над кем-то в молитве, возводишься как-то. I mean, there might have been things like in the Old Testament, like where maybe with Abraham, like you're releasing a blessing, like you released it over Isaac, but then it was too late, or rather Jacob, where he releases it over. Isaac releases it over Jacob, but it was too late for Esau or whatever. Да, в Ветхом Завете есть, конечно, примеры, где Авраам, он высвободил свое благословение, не Авраам, Исаак. Исаак высвободил свое благословение на своего сына Якова, но Исав не успел. But in the new covenant, Все заказали? Да. but the new covenant. Everybody ordered?
Yeah. Yeah. And the new covenant's just radically different. It's Но Новый not Завет, like, он очень отличный от этого, абсолютно. it's not like we have отличается. these commodities that you can have this, but you can't have that, you know. Это не то, что у нас какие-то распределения. Вы можете иметь это, а вы не можете иметь этого. So, and those guys were seeing in part anyways. И seeing parts. Seeing just in part. They didn't see the Ну, full picture of the у new этих ребят все covenant. равно не было полной картины Нового Завета, они только имели какие-то частицы. So it's like we're saying, like now in the new covenant, like I've got it all, you've got it all. Теперь в Новом Завете у меня есть абсолютно все, у тебя есть. We can pray for each other, and there's definitely impartation and things И мы stir up. можем молиться друг за друга, и происходит возгревание в вере, высвобождается наделение. So I think there's this place like where we can expect blessing, but we don't need to be like superstitious of like Поэтому negative stuff. я думаю, что это момент, где можем высвобождать благословение, но нам не нужно быть какими-то суверенными, как-то вот негативно ожидать какие-то неправильные вещи, что мы что-то хапнем. Суеверными, то есть. Да. We had one time a shaman came into one of our Один meetings, раз шаман пришел на наше служение, and you know we just give lots of people freedom, like in the meeting and stuff. и мы даем людям обычно очень много свободы на наших служениях. And the guy goes up on the stage and starts standing on his head, Standing on his head. И парень заходит, шаман, встает на платформу и встает на свою собственную голову, He like pulled his shirt off, снимает свою футболку and he's throwing tarot cards at people. и начинает карты вот эти, как у этих таро, как же их, Now most churches would have stopped him by now, оккультные карты раскидывать. but we knew like these Большинство церквей, они бы стали people бы его that are there останавливать. with us, they've been tracking with the gospel, Люди, они просто его Евангелием преследовали. and so getting out of these like paranoid mindsets and stuff. Они вышли из этих рамок паранойи и какой-то боязни. And so instead of just dragging the guy out, И вместо того, чтобы вышвырнуть парня, I tell my buddy, I'm like, okay, well, give him a couple minutes to settle down. мы дали ему пару минут, чтобы успокоиться. Now we don't want him to like, you know, take the whole focus off the meeting. Мы не хотим, чтобы он своими цыганскими картами забрал весь фокус. But everybody in there's already all drunk and partying and worshiping, and it's already real crazy in the Все уже room. пьяные в стельку, поклоняются в хвале, все уже текут в славе. It's just like he's just Уже feeling ненормальные this. вещи He's происходят. just feeling this freedom and kind of going to whatever he knows, which is, you know, trying to be spiritual or А whatever. он чувствует типа свободу, ну я могу быть духовным, я могу двигаться в чем я хочу. So it's like I didn't have any problem if I needed to stop him. I don't mind stopping him У if I меня need не было to. проблем, если мне нужно, я его остановил бы. But I wasn't going to stop him because I was afraid of demons. Но я не собирался его остановить, потому что я боялся демона. I just didn't want it to like kind of hijack the meeting and everybody loses focus and just Я watching the просто не guy. хотел испортить служение, и чтобы этот парень, он украл как бы весь фокус и внимание служения. And so like one of my buddies who loves the gospel, he's like laying on the floor hammered drunk. Один из моих приятелей, который любит Евангелие, он просто лежит на полу. And the guy has this little bag and he comes up and he's like trying to put these little herbs on the guy's forehead while he's laying on the floor. И в то время этот же оккультный шаман, он подходит и пытается какие-то травы, какие-то знаки поставить, в общем, на And голову. my buddy's just looking at me like laughing, like На he's лоб. not А мой приятель просто смотрит на меня и смеется в духе he's not святом. afraid of anything. He just like this is so silly, Он this is so вообще funny. не боится, он думает, это так глупо, это такая глупость. And so finally I just knew what to do. В конце концов, я знал, что нужно сделать в этот So I момент. told a lot of the young guys that were around me, I was like, go get him. Я сказал молодым ребятам вокруг So they меня, all just хватайте его. run over to the guy and they dogpile him and just start hugging Они him. Everybody просто starts hugging him. налетели на него, все стали обнимать его. And then one of my interns starts praying with him and talking to him. И один из моих интернов начинает молиться с ним и говорить с ним. And the guy ends up coming totally back into his right mind. И парень выходит из этого какого-то оккультного транса и входит обратно в здравый Receives the рассудок, Lord. принимает Господа. And she's like praying with him and he's just having a total like normal conversation. His shirt's back on, Он everything. тут же получает свободу, уже говорит как нормальный рассудительный человек, обратно надел на себя футболку, привел себя So в порядок. it was like this balance of you're not just gonna like let the guy run the meeting, То есть был какой-то баланс, мы не позволили ему украсть служение и вести как он хочет. but instead of just cracking down on him because you're like afraid, it's just like how do we love the guy and like Но вместо того, чтобы его как-то задавить своими собственными какими-то моментами, мы просто подумали, как мы можем залюбить этого парня до смерти. and then it turned out good, И это вышло очень клево, знаете. Because
the thing with church is such a fluid thing. It's like it's hard to just have all these rules because sometimes it's like Это очень, you знаете, got to be это- sensitive to the это spirit, you как, know. такая жидкость, тебе нужно очень сильно чувствовать, ну, быть чувствительным вообще в духе, потому что иногда очень трудно как-то распределить. Like if I was pastoring a church and some weird guy comes in every week, he's like praying on people. Потому что and- если бы я вот, будучи пастором, служил бы, и какой-то странный парень приходил бы и and молился just там like людей, делал странные вещи, saying weird stuff там or какие-то заклинания, just being kind of creepy or и whatever, просто пугал бы людей. then I wouldn't mind like telling the guy not to do it. It's no problem. И для меня нет проблем сказать, слушай, не делай этого. But not so much in like this paranoid like demon thing, as much as it's just like if he's just off, he's just like saying weird stuff or Ну не в whatever. том плане, чтобы быть параноидным и видеть в нем бесов и как бы вот нафокусироваться на тьме, скорее всего просто успокоить человека и объяснить ему, что ему нужно просто расслабиться и перестать это делать. Yeah. So it's the thing, you know, it's like Что не туда пошел. I mean, we're all kings and priests. We can all pray for people. Мы ведь все цари и священники Бога в Его Царстве, мы все можем молиться за людей. I think the difference is just like when somebody's just kind of like, you know, I don't know. It's hard to Разница explain. лишь в том, как бы вам объяснить. Just sort of like trying to be this pusher, like he's like trying to be spiritual and do stuff on people. Sometimes it's just okay, just leave people alone. Don't pray for them outside or whatever. About this guy, right? Yeah, right. Просто, ну, очень часто люди пытаются как бы свою какую-то тему продвинуть, но можно даже вот, ну, дать какую-то определенную даже свободу в этом. Like, you know, I've seen situations where maybe it's like some old guy and he's kind of creepy around young girls or something like that. Я видел, как старый уже мужичок такой, он, короче, начал флиртовать, заигрывать с девчонками молодыми. Or like a guy would come to the service and he's always has to blow his shofar to Или show that парень, he's, который to prove that приходит- he's spiritual or whatever. Приходит на служение, ему обязательно, постоянно, всегда нужно дуть шафар. Он думает, что он такой духовный, раздуховный. And I'm like, you know, we can show you another use for that shofar. И я такой, ну ладно, мы тебе можем другое применение показать шафара. Ты через него, да? So it's okay to have boundaries. Поэтому этому нормально иметь здоровые границы. But you know, it's not like fear-based Но boundaries. это не основано на страхе. Мы не пытаемся... What, like being afraid of demons or something. Мы не боимся демонов. As much as it's just like that guy doesn't need to be weird with people. So just you know, Просто мы успокаиваем, мы делаем чтобы так, чтобы этот парень не был слишком странным с людьми и как-то не смущал их. hopefully that makes sense. Я думаю, это как-то объясняется. Ну да, в принципе, вот Yeah. понимание того, что мы все равны и что среди нас нету большего или меньшего. So basically